Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня мы с вами начинаем первое испытание экспериментальных плит будущего станка Колибри. И как по вашим многочисленным заявкам, я решил начать с плиты 1.3. Причем взять сразу их обе. На одной стороне у нас будет закрытая 1.3, на другой будет открытая. А что я так все видео расскажу. Короче, вы на крупный план идите, смотрите, что там да как я начинаю. Вы догоняете? Я тут готовлюсь к обзору, но мне уже помогают. Не знаю почему, но это моя кошка. Сейчас я вам покажу. Софочка, ты будешь мне помогать? Да ты моя сладкая. Ребята, у нас сейчас холодно. Холодно, уже осень. Ну и вот ребенок вышел померзнуть, птичек половить и все такое прочее. Ладно, Софа, ты дальше птичек лови, а мы пойдем работать. Итак, приступим, помолясь, герои сегодняшнего обзора. Будут две головы, 1 и 3. Open Comp и Closed Comp. Те самые, которые были на основном обзоре, вступительном под номерами 3 и 4. Я услышал, ребята, что вы сказали по поводу попробовать с 1 и 3. Наверное, так и сделаем. На каждом обзоре, вот на котором будут проходить тесты всех этих плит, буду показывать их более подробно, и вы сможете составить свое представление в финишном покрытии более внятно. Голосовалку увидел, то, что вы хотели сказать, услышал. И, естественно, при решении, какой будет финиш, будем учитывать все эти голоса. Но еще есть производственные вопросы, как вы сами понимаете, поэтому тут без этого тоже не обойтись. Голова вся полностью запескоструена и заголтована. Видите, как она получилась? В такую, как бы, ребринку, что ли. Да, вы правы, когда писали в комментариях, что она как-то под старину. Несомненно, это более практичное покрытие, чем просто пескоструйка. Но насколько оно будет востребовано людьми, тут остается только гадать. Ну вот так это выглядит. Пока уберем в сторону. 1.3 Open Comp, но уже полировка. Скажем так, подготовительная полировка. До зеркала тут остался один только шаг. Любой, кто захочет поставить себе зеркало, это 10-15 минут работы. Естественно, зубцы будет пересматриваться. Здесь они сделаны, конечно же, неправильно. Они должны быть толще, чем основные. Здесь несколько иначе, по-моему, вот этот образец, или этот, или 1.1. 1.1, скорее всего, падал, и зубчик загнулся. На испытаниях, естественно, это никакой роли не сыграет, но в будущем это все будет исправляться. Итак, давайте поставим лезвие. Какое? У меня со времен их остался вот такой вот, не один, причем блок. Знаю, что они сейчас уже другие, по крайней мере вы об этом писали. Я не смог достать видео, об этом вы уже видели. Наверное, вытащим одну пачку и попробуем на ней. Почему? Да потому что 1.3. На 1.3 это лезвие, которое я знаю уже вдоль и поперек, и которое меня чрезвычайно устраивает. Я думаю, что оно отыграет более чем. Это куплено было года 4 назад. Видео об этом на канале есть. Упаковка еще та, старорежимная. Ну, так тогда выглядели эти пачки.
обращайте внимание на звук. Я на балконе, а у нас тут, по-моему, дождь начинается. При длине головы 41 миллиметр. Ну, сейчас я вам все покажу. Фиксация лезвия. Вот обратите внимание на люфт. Он минимальный. Здесь та же самая картина. Не шелохнется. Полноту картины с этой ручкой, конечно же, я навряд ли получу, потому что будет в будущем ручка другая. Какая? Об этом мы поговорим отдельно. Но для испытаний, я думаю, это сойдет. Что-то тут уже пролилось. Ну, уши, да, вылетают, но не катастрофично. У Роквелла чуть-чуть меньше, примерно то же самое. Вот это станки. Чем же будем работать? Работать будем с DR Johnson Black Label. Оно было уже на прошлом обзоре с опаской, но решил дать ему еще один шанс, чтобы посмотреть, как это отработает с Т-обратными станками. Тем более, что и помазок будет у нас обновленный. Мыло, несмотря на то, что я его не понял за прошлый обзор, больше понравилось, нежели не понравилось. Но вот этот обзор с тэшками, он и, думаю, расставит все на свои места. Ну а помазок Wolfix 404, но уже не тот, который был на прошлом обзоре, а несколько обновленный. Чем же? В комментарии под прошлым видео Урмас написал: Вадим, да он просто грязный, помой его. И я решил это сделать. Помыл его в 3 водах 3 раза. Первый раз взял ушастого няня, гель для мытья посуды. Достаточно неплохое моющее средство и недорогое. Если есть возможность, если успеваю, я всегда его булыжу 1 к 3, 1 к 2, 1 к 2. 2 части моющего средства оставляю, иногда 1 к 1 и часть заливаю воды. Причина тому его концентрация. Он достаточно такой мощный. И смывать долго и прочее, льется как-то густо, поэтому когда вот разбавляю, работает само то. В следующий раз помыл, 2-й раз, мама лимоном. Точно так же разбавляю его, на этот раз 1 к 1, потому что слишком концентрированный, очень. Но очень хорошо отмывает. Плюс, как говорят, японский и, как говорят, какой-то там безопасный, экологический бла-бла-бла. Насколько это так, я не знаю, ребята. Но в Оке его взять достаточно беспроблемно, как и в Магнитах и в других магазинах. Поэтому вот решил еще и его использовать. А третьим запустил нашего нынешнего любимчика. Он несколько дешевле стоит, нежели Мама Лимон, но тем не менее моет за прекрасно. Разбавляю точно так же 1 к 1, часть воды, часть вот этого средства. Почему? Причина та же самая, очень концентрированный, сильно. Плюс у этого парня есть некая особенность, которой нет у Мамы Лимона и ушастого няня. После него посуда просто как хрусталь блестит. Может быть, и вот это вот название экосода здесь не случайно, и действительно это каким-то образом срабатывает и моет достаточно неплохо. Это не реклама моющего средства, ребята, это я просто хочу показать, в чем мыл помазок. Как мыл? Да очень просто. Брал пузырявочку, каплю на ладошку тырц, а потом смачивал все это дело и
так минут 5-то и работал. После этого промывал и сушил. Вот так вот я его и отмыл. Посмотрите, на что он стал похож. А вот теперь и проверим, будет он хомячить или не будет. Прав Урмас или не прав. Посмотрим. Я хочу, чтобы Урмас был прав. Потому что если он окажется прав, а не Андрей с Черкас, то вся причина хомячения помазков действительно в редком за ним уходе. Надо чаще их мыть. А если все-таки Урмас не прав, значит прав Андрей с Черкас. И это тогда самое грустное. Потому что Андрей Черкас говорит, что причина хомячения – старение ворса. Так что вот, ребята, будем проверять сегодня. Заполируемся, ребята, Веледой. Веледа — это мое все. Вот я люблю дежавюху и люблю Веледу. Вот это вот мои какие-то вот прям, ну еще там дофига чего люблю. Но вот эти как-то, знаете, поболее других. Не раз и не два уже рассказывал о нем. Могу лишь повториться. Запах его чрезвычайно мне импонирует. Цена достаточно гуманна. И взять его можно за небольшие деньги. Уходовые у него есть. И каждый раз, когда я его использую, у меня душа поет точно так же, как после дежавюхи. Потому что здесь чувствуется нестандартный подход. И чувствуется, что люди, да, действительно работали и сделали, на мой взгляд, великолепную продукцию, великолепный продукт. Это не только касается внутреннего содержания, но и внешнего. Посмотрите, во-первых, обалденная стеклянная синего стекла бутылочка. И прям, ну, взял в руки, маешь вещь. Крышечка тоже, извините, не на помойке подобрали. Сделали шикарную, замечательную крышку, которая работает на ура. Дозатор. Все на месте. Так что сегодня им-то и заполируемся. Но должен сказать, не всем нравится. Не всем, но я не всем, мне нравится. Вот им сегодня и поработаем. Пошли бриться. Ну, сильно мудрствовать лукаво не будем. Берем то же самое мыло. Хочу его прогнать на тэшке. И берем тот же самый помазок, но искупанный и вымытый в 3 водах. Просто намочил. Здесь просто так вот тырк, поколтыхал. Без всяких пришеевок, без всего, лишнюю влагу убираем. Вот так вот прям. Даже четко отожму. Посмотрим, как он сегодня будет забирать. Ну вот наши 50 и пролетели. Так 50 и оставим. Вот смотрите, во что у нас все это превратилось. Пошли работать на лице. Не знаю почему. Может, чуйка сработала, может, еще что-то. На всякий случай тут подложил пачку зеленой астры. Но вот, если вдруг что-то пойдет не так, будет интересно ее запустить. Наряду с РПЛ зеленая астра — это то лезвие, которое на 41-й голове мне всегда было чрезвычайно комплементарно. И я думаю, что если что, его можно будет поставить. С чего начнем? Щетина 3-дневная. Кожа, да, естественно, успела отдохнуть. Щетина сейчас уже начинает переходить в жесткую, в такую зубовастенькую. Так что, наверное, что? Ну, давайте с открытой головы попробуем, а там уже будет видно. Давай, открытая головушка, покажи, что могешь. Так, видно? Ну что ж. Не, ну естественно отличие от 1.18 чувствуется. Но пока нормально.
Воды добавлять не буду. А вот теперь добавлю. Ну, пока нормально. Каких-то очевидных изменений по маске говорить рано. Промывается легко. Но с другой стороны, от чего было ждать-то, там дырина вот такая, ГАП 1,3. Ну, да пока не порезал, ничего не снес. И третий заключительный проход. Пожалуй, вот так влажной рукой проведу. Обратите внимание на мыло. Вот на предыдущем прям отличается разительно от предыдущего видео. Все, ребят, все, подбривок не будет. Но если уж я на 3 прохода умудрился с первого раза так побриться, то думаю, что при известном умении и желании, если бы у меня этот станок был на постоянке, то думаю, можно было бы все свести от ровно 3, допустим, на 2 плюс, а потом еще и на 2. 2 прохода и все. То есть, ну это еще смотреть надо. Чуть-чуть коснулся. Ну, для меня это не критично. Скорее всего, это даже, можно сказать, норма. Те люди, которые смотрели, как я себе хохотальник 0,9 разнес, это подтвердят. Правда, они, наверное, мимо ушей пропустили, когда я говорил, что для меня среднеагрессивные станки как серпом по одному месту. Не или агрессивные, или мягкие. Ну, а кому это интересно? Ну, если он собирается хомячить, то пока еще не собрался. Мыло, как сохло в прошлый раз, так не сохнет. Мы с вами переходим на закрытую. Бывало, что я забывал, одним клинком все мазал, брил, вместо того, чтобы взять другой. И Гриша 26 тоже в эту историю попадал, поэтому я сейчас себе долбил. Смени, смени, смени. Вот сменил. Поехали, закрытая голова.
Не могу себе отказать в видении, что просто клинком иду, почему-то вот это мерещится. Но вот совсем, чтобы был клинок, наверное, все-таки РПЛ я зря сюда поставил, потому что, ну, чувствуется потенциал, чувствуется, что надо было сюда что-то поострее поставить. Ребята, вот знаете, это не потянет на полноценное какое-то сравнение, открытое, закрытое, но в конце концов у нас же не сравнение, у нас же просто испытание. Поэтому я сейчас наберусь наглости, уберу нафиг отсюда РПЛ и поставлю нафиг сюда зеленую астру. И посмотрю, а как она, собственно, отыграет. И что она нам такое покажет интересное. Вот чувствую, что вот хочу это сделать. Так, ну давай, мой дорогой товарищ, ты где? Вот так вот. Да ничего уши не мешает, нормально. Так, чуть-чуть намочу. Что-то я протупил. А вот сейчас, вот видите только на какой момент. Вот сейчас чувствуется, уже пена меньше стала. Надо было вообще на закрытую астру поставить и посмотреть, как на ней будет. Ну, лучше поздно, чем никогда, да? Да. Парни, вы не поверите, бархата добавилось в бритье. Если с рапиры шло так, что-то вот такое было, понимаете? Не как палкой по забору, но где-то вот что-то вот, ну, рядышком, намек на это, понимаете? А здесь просто... Знаете, телефон у австралийских аборигенов, они длинная веревка, палочка, он такой... Вот что-то вот с таким вот. Вот так вот. Ух ты, блин. Так, ну давайте заключительный третий. Ну все, помазок сдался. Ну, в смысле как, он не дает уже обилие. Но тем не менее, смотрите, что-то там дает. Блин, тупица. Но я чувствую этот бархат, надо было сразу. Ну что, уже говорил, ладно, хорошо. Ну, по скольжению мыла есть. И причем хорошее. Ребят, подбривок не будет. Потому что на лице сейчас полный BBS. И причем кайфовый. Ну вот здесь вот рапира, конечно, да.
Но обратите внимание, то есть вот по скольжению мыла достаточно такое, что даже вот еще и позволяет. Все. Посмотрите на раздражение ее, на порезы. Ну, здесь пару косок рапирой. Автошейв. Что у нас с помазком? К сожалению, на мой взгляд, теория Урмаса подтвердилась лишь частично. Потому что, ну, все-таки сдох Цуцик. Вот на каком там уже почти в конце. Все. Но я думаю, в правильном направлении пошли, потому что он сейчас проработал гораздо дольше, чем первый раз, без хомячения. По-моему-ка я его еще разочек, и там еще и посмотрим. Хотя, может быть, у вас есть своя версия, и вы подскажете, как можно вылечить помазок от хомячения. А мыло я реабилитировал в своих глазах. Как оно реабилитируется или нет ваших, решите вы. А как по мне, так мыло ничего. Ну, вы сами все видели. Компресс, автошейв. Ребят, я хочу нас поздравить. У меня просто праздник. Объясню. Как вы реагируете, если, допустим, вы проделали очень большую работу, к примеру, провели всю необходимую разметку, выставили опалубку, заложили анкера, залили фундамент, дали ему высохнуть, чтобы впоследствии привести здоровую колонну. Она, когда там плита такая с 4 отверстиями под эти анкера, вы хлоп начинаете эту вот колонну ставить, 3 болта подходят, 3 анкера, а 4-й тырц в сторону, и не подогнешь. И к вам медленно и верно приходит осознание того, что вы запороли всю работу. Чтобы это исправить, нужно нахрен ломать все и начинать сначала. Это один вариант. Второй вариант. Вы что-то делаете, ну, допустим, подгоняете цилиндр и посадочное место. А по итогу, в завершении, когда вы берете этот цилиндр, опускаете в это посадочное, и он не просто туда пролетает со свистом, а идет медленно, выдавливая воздух, и только в самом конце, знаете, с таким причпоком, и сел. И вы понимаете, что да, это то, чего вы хотели, у вас получилось. Вы это сделали, и переделывать ничего не надо. Вот у меня сейчас вот такое ощущение. В моем понимании 1-3 годен. Осталось только облечь его в удобоваримую форму, то есть длина плиты, естественно, с зубьями поработать на гребенке, и финиш, и все будет хорошо. Осталось, сколько там, 1-1, 0,8. Ну, блин. Я бы сейчас не наружу, я все так, полтишок бы и намахнул бы на радостях, а что нет-то? Так, ну ладно. Ну вот мое подтверждение. Хоть я и не люблю, ну поорать даже сегодня нету, понимаете? Это лишнее подтверждение тому, что, блин. Как это? Сейчас, секунду. И вот так еще надо, да? Ай, пацаны. У меня перед обзором все время в голове что-то слово крутилось. Ребзи, с чего бы это? Да я хз. Но вот сейчас что-то, блин, прям хорошо. Ребята, автошейв великолепный. Помазок нормальный, хороший, с характером, но все-таки мыло. Годное мыло. Да и вообще настроение хорошее. Да и вы у меня все молодцы. Да и я красавчик тоже. Не сдаюсь, что-то там пыхчу. В отпуск уже 15 лет не хожу. Ну ничего, ребята, сейчас вот все, что обещал, все это выпущу, все это пойдет. А потом с чистой совестью, вот как раз зимой, там никто в отпуске не ходит, может быть и пойду. Любимую в охапку и нафиг куда-нибудь там, где штормов нету, где что там нету, куда там ездят нормальные люди. Повторять не буду, получилось. В сегодняшнем обзоре не менял бы ничего, за исключением только одной позиции. Вовремя не почувствовал, вовремя не сообразил и вовремя чуйка у меня не сработала мою любимую РПЛ поменять на мою любимую зеленую Астру. Потому что после той замены разительные перемены наступили. И я чувствовал их своей шкуркой, каждой клеточкой. Когда я вел станком, каждая клеточка отзывалась: Иванов, какой ты, сука, умный. Вот ты еще вот полчаса назад бы это сделал, был бы вообще молодец. Так бархатно, хорошо шло, так вот прям вот, вот прям вот зеленая Астра. Зеленая Астра прям вот на 1,3 мне легла, как
вода в сухую землю, знаете, вот прям трескано и впитала все. Классно, вещь. Ну а по характеру, ну, естественно, это отличается от 1.18. Для кого как, для кого в какую сторону, переплюнет это 41-ю, не переплюнет, насколько чисто, не чисто, у кого будет 3 плюс, у кого 2 плюс, у кого 1,5 плюс. Ребята, это все будет потом. Это каждый из вас решит сам для себя. Ну, кому интересно будет попробовать такую голову. Ну, а пока я могу сказать только одно. Мне она нравится. Понравится ли вам? Ну, покажет время. Все, пока-пока. Берегите себя. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И если вам нужно что-то сделать, ребята, просто делайте. Если вы видите, слышите или сами начинаете это делать, а вот у меня это, а вот у меня то, а там вот это, а там вот то, знаете и понимаете, или они, или вы сами просто хлыздите, просто не хотите это делать. Потому что когда ты знаешь, что это надо делать, у тебя нет отговорок, ты ищешь способы, ищешь возможности. Как только ты начинаешь что-то там бузить, гундеть, еще вот такое, все стопудово, ты сам или тот человек не хочет этого делать. Так вот, я желаю вам того, чтобы, если у вас есть что-то такое, что вам нужно сделать, чтобы у вас никогда вот таких слабин не было, просто нравится, не нравится, работайте, работайте, друзья. Ну все, пока-пока, до новых встреч.